Netis NX10, ультрабюджетный Wi-Fi 6 роутер. И, честно говоря, Netis сделали нечто интересное. Почему? Потому что за такие деньги получить роутер с Mesh, Wi-Fi 6, с поддержкой OpenVPN, на секундочку, и при этом полностью гигабитный, с достаточно неплохими характеристиками. Да, это не 160 МГц. Вы здесь не увидите больше там 2 гигабит, вернее, больше гигабита вообще не увидите, допустим, потому что гигабитный роутер. Но суммарная теоретическая скорость всех устройств у нас получается AX1500 индекс скорости, это значит 1,5 гигабита, суммарная скорость всех устройств внутри сети, которая делится на 2,4 ГГц в 300 МГц и 1200 мегабит в 5 гигагерцовом диапазоне. А это значит, что если у вас, допустим, там внутри сети есть устройства, они 1200 мегабит в 5 гигагерцовом диапазоне могут разделить между собой. Что-то на внутренний трафик, что-то на внешний можно гигабит полностью поделить. Да и по тестам сети, я вам скажу, и покрытие очень даже интересно получилось. Почему? Потому что чистый гигабит по LAN. И при этом он еще и поддерживает все там DDNS, демилитаризованные зоны, еще и поддерживает Wi-Fi полноценно, вернее, не Wi-Fi, а IPTV. И все это вот действительно за эту цену. Позиционировать себя как ультра-мега мощный роутер никто не собирался. И, кстати, Netis это компания, которая мне интересна тем, что первый мой 5 гигагерцовый роутер на гигабит был конкретно Netis VF2780. Это даже первый мой обзор на канале, технический именно обзор. Я вам покажу еще сейчас, когда будем дальше переходить, уже снимать его тесты и характеристики. В общем, интересный роутер, ссылки все в описании под видео. Ну а в принципе, тестируем мы его на интернет-провайдере Гигабит. В Запорожье, в Украине, это самый лучший интернет-провайдер, который есть. И действительно тянет. Нам удалось с ними договориться. Мы себе завели в офис 10-гигабитный, чистый 10-гигабитный интернет. Представляете? Кстати, тоже ссылка в описании под видео на этого провайдера, если вы живете в Запорожье. Да и в области тоже. Короче, ребят, переходим, распакуем, посмотрим, как он выглядит вблизи. И, конечно же, уже с вами потом идем его тестируем и делаем. Но перед этим, конечно же, подписываемся и нажимаем колокольчик. Netis NX10, моделька Wi-Fi 6. Это один из самых бюджетных Wi-Fi 6 роутеров с AX1500. Это у нас индекс скорости. В принципе, с WPA3, 1 ГГц, 1 ГГц процессор с поддержкой IPTV, MU-MIMO, бимформинг. Mesh поддерживает полные гигабитные порты IPv6. Так, есть, кстати, приложение. Посмотрим обязательно. И тут сзади, в принципе, ничего интересного для нас нет. Давайте открывать. Так, инструкции. Блок питания 12 ватт. Ага, 12 ватт. Да, 12 вольт, 1 ампер, 12 ватт. Патч-кордик желтенький и сам по себе роутер. Пожалуйста, открываем. 4 антенки. Антенки у нас поворотные на 180 градусов. Здесь на 90. В принципе, все стандартно. Теперь 4 порта, один из них WAN, 3 LAN, все гигабитные, поэтому можно спокойно подсоединять к гигабитной сети по Wi-Fi 6, получать максимальную скорость. Да, индикаторы спереди, конечно же, ну и диффузоры охлаждения, конечно же, есть. Слушайте, все, давайте подключаем и тестируем. Так, посмотрим спецификации. Слушайте, ну, во-первых, за его цену получился очень классный роутер. Узнать цену вы можете в описании под видео. Продаются они по цене там в Украине, допустим, от 1000 до 1200, там 1300 гривен. И ссылки на всех проверенных продавцов закинул я в описании под видео. Но по спецификации мы видим, что он поддерживает, поддерживает Wi-Fi 6 в 5 гигагерцовом диапазоне и Wi-Fi 4 в 2,4 ГГц. То есть у него нет AX режима в 2,4 ГГц. Дальше. AX 5 ГГц у нас до 1200 мегабит. То есть у нас получается 1200 мегабит это канальная скорость. Это суммарная теоретическая скорость их устройств внутри сети. То есть если у вас гигабит на внешнюю сеть, то все устройства могут этот гигабит поделить между собой. Еще 200 на внутренние какие-то останутся.
В 2.4 300 мегабит в режиме 802.11n. И у нас диапазонный частот, ну тут в принципе уже сами можете перейти. Мощность передатчика 20 dBn. Дальше у нас есть поддержка, поддержки всех этих вещей мы посмотрим дальше. Есть у нас UPnP, демилитаризованные зоны, виртуальные серверы. Это то, кстати, по перенаправлению портов. И есть пропуск трафика VPN, PPTP, L2TP, IPsec. Хорошо, поддержка IPTV, даже чипсеты расписали. Слушайте, прикольно. RTL 8197H VE5, RTL 8636RB VC и RTL 8832 BRCG. То есть самый простой роутер на Realtek, 128 мегабайт ROM, RAM 16 мегабайт, гигабитный и по очень приятной цене. Даже можно прошивочку скачать, смотрите, то есть... Все есть, с поддержкой Easy Mesh, MUMI, бирформингом, слушайте, давайте уже тестировать. Начнем с тестирования гигабитных портов WAN, то есть он сейчас заходит на наш тестовый сервер, и мы здесь рассчитываем получить 1 гигабит, что в принципе равняется там выше 900 плюс служебный трафик, это уже считается порт честный, 1 гигабитный. Мы имеем с вами уже сейчас на загрузку 960, на выгрузку может быть 980, там даже 1000 больше проскакивать, потому что из кэша пакеты видите, 1010, 1005 это пакеты, которые в кэше долавливает, поэтому может показывать некоторое время, но сейчас он покажет на выходе реальную скорость. Давайте посмотрим, 981 мегабит. По ланам, по ванам вопросов нет, потому что это у нас двойное тестирование, но сквозной проход ноутбук на LAN и через WAN на тестовый сервер. Идеально. На внешний мир мы тоже самое можем подтвердить, но тут у нас все зависит от того, что выдают серверы, которые есть в сети. Тут уже надо ориентироваться. Нам главное увидеть, что да, это честный гигабитный порт. Мы это подтверждаем внешними тестами, внутренними тестами. То есть никаких вопросов у нас с этим нет. Давайте дождемся конца теста. Может быть, сервер сменим. То есть тут надо еще найти сейчас рабочие нормальные сервера в рабочий-то день. Да нет, 872 на 800 там 50, даже если он сейчас упадет, мы уже видим с вами пиковое значение. То есть вопросов по скорости нет, по базовой скорости. Это честный гигабитный роутер. Теперь, лисичка, нужна твоя помощь. Давай снимаем, пожалуйста, с тобой тест. Так, мы сейчас с вами вот на моем смартфоне Xiaomi 15 Ultra. Теперь смотрим Wi-Fi 6, 1200 мегабит канальная скорость. Давайте выключим эту страничку, чтобы не моргало. 1200 мегабит канальная скорость мы уже с вами поняли. Давайте тестировать, насколько у нас 5 ГГц показывает скорость. При том, что здесь нет 160 МГц. Пожалуйста, 880, 870. Блин, это хороший показатель. 890. И падение у нас должно быть, допустим, при базовой, мы потом дальше отойдем от роутера, сделаем базовый замер, потом второй замер на дальности примерно размер там 2-3-комнатной квартиры, будем понимать. Wi-Fi просто отлично, 885 на 700 мегабит, идеально. Давайте 2,4 ГГц пробуем сразу же. Сейчас мы посмотрим 2,4. Ну-ка. Где он? Да, вот он, 2,4 ГГц. Переходим в настройки. Wi-Fi 4, как и было заявлено, 300 мегабит общая скорость. И поехали, тестируем вот такой вот, даже базовый замер сейчас сделаем, чтобы мы могли с вами потом оттестировать его дальность покрытия. Отлично покрывается, отлично работает. 100, ну, так как 2,4 мусорный диапазон, через раз он может показать 200. Вот вам, пожалуйста, картинка из другого нашего обзора. Там он показывает до 200, а здесь показывают, ну вот здесь на отдачу берет, там, на отдачу дает больше 200. То есть здесь 2,4 вообще вопросов нет. Вообще вопросов нет. Сейчас лисичка у нас сразу выключает камеру, идет тестирует на отдаление 2,4 диапазон. Давай. Так, отдавай камеру. Все, у нас есть базовый замер. Отойдешь туда на склад, обновишь, да, и стартанешь. То есть я вам объясню, в чем суть. Суть данных роутеров в их цене и возможностях. То есть, взяв таких два дешевеньких роутера, бюджетных, давайте не дешевеньких, дешевенький звучит как-то некрасиво, бюджетных роутера, и сделав из них mesh-сеть, а это можно, не поддерживает Easy Mesh, какой-то там свой стандарт, вы получите классное покрытие. То есть, да, возможно, один роутер не будет покрывать как мега экстра роутеры, там, которые в космос достреливают за экстра миллиард долларов США, да, там, или там, не знаю, евро. А, пожалуйста, вот такого для квартиры очень даже можно брать. Самый простой, ты его воткнул,
И к тому же, пока там лисичка тестирует, смотрите, первое мое видео на канале было про Netis VF2780. И он работает до сих пор у моего товарища. Это был первый мой 5 гигагерцовый роутер. О, лисичка вернулась. Что у нас там получилось? О, получилось больше. 132 на 110. Я делаю скриншот какой-то. Сейчас мы 5 гигагерцовый Wi-Fi перемеряем на дальность покрытия. Но то, о чем я говорю. Роутер неплох. Ожидать от него чудес на миллиард устройств я вообще бы не стал бы. Я вам серьезно говорю. Потому что это не тот роутер, не то количество. Подожди, базовый замер 5 ГГц. Давай, ждем. Сейчас мы посмотрим, что у нас покажет. Так, 760. Сейчас я вам покажу, ребят. 800. Ну вот, 729 на загрузку. Вот, пожалуйста, 729 на загрузку. И сейчас 700. Ладно, куда ты вверх лезешь? Стой, куда 800? Какие 800? Стой, нам надо показывать маленькое падение, ты что-то сильно много показываешь. 729 на 778. Все по-честному, лисичка отходит, а я вам продолжу. А про что я рассказывал? Да, первый роутер, короче, он до сих пор работает у моего товарища. И это было мое первое знакомство с 5-гигагерцовыми роутерами, потому что тогда только гигабит появился у нас в Украине, Триолан завели нам в дом. Я, короче, побежал, 660 гривен стоил, такие деньжища были маленькие. Я шучу, представляете, я тогда купил Netis, он у меня проработал, наверное, года 2,5, потом я его продал. И уже там пошел, когда у меня появилось там 2,5 10-гигабитные сети, само собой уже гигабитный роутер мне не нужен был. Но именно для гигабитной сети, для 100 мегабитной сети, для мегабитной сети за такую цену вообще отлично. Бюджет, Wi-Fi 6 бюджет. Что там получилось? Лисичка, он топает. Первая без изменений, вторая... Как это без изменений? Да ладно. Чуть меньше. Ребят, тест, вот, пожалуйста, вам есть. Фактически без падения у нас получилось 690 на загрузку, 300 с чем-то на выгрузку, то есть 390, да, на выгрузку или 380. То есть у меня вопросов нет по тестам. Давайте посмотрим по органам управления. То есть у нас есть... Так, а где наш... Ага, вот он, пожалуйста. Главная менюшечка есть. Давайте заходим, веб-интерфейсик. И у нас вот есть такая информативная, есть клиенты, есть сколько он работает, 44 минуты с последнего подключения, есть даже трафик, сколько он передал. Есть у нас, видите, описание сетевых устройств, где можем ограничивать скорости, допустим, видите, то есть ограничивать в килобайтах в секунду, добавлять черный список. Потом можем с вами настраивать беспроводную сеть, где у нас, смотрите, в 2,4 диапазоне есть режимы NGN, BGN, 40 либо 20 МГц ширина канала и каналы от 1 до 13. Кстати, поддержка WPA3. Немаловажный аспект в Wi-Fi 6 роутерах. 5 ГГц у нас каналы от 36 до 48 в нижнем диапазоне, 149-161 в верхнем диапазоне. И получается у нас нет 160 МГц, цена как бы вообще даже не предусматривает, но он поддерживает 80, и он работает здесь от AC до миксованного ANAC и AX с WPA2, WPA3 и миксованный WPA2, WPA3. Давайте на главной страничке еще посмотрим, есть у нас настройки LAN, которые абсолютно стандартные с поддержкой IPv6, и есть у нас на главной страничке еще вот такой вот настроечка интернета и в IPv6, и в IPv4, но при этом он может, смотрите, что можно, ну, конечно же, клонирование адреса. И у нас тут есть статика, Dual Access PPPoE, LTTP, Dual Access LTTP и PPTP, Dual Access PPTP. То есть по факту нормальные настройки, но у нас есть еще сетевые настройки сигнала, силы, имеется в виду гостевая сеть, на секундочку, в роутере за очень малые деньги. Дальше у нас есть с вами управление IPTV, потому что есть поддержка IPTV через мост, через VLAN. Тот же самый WPS, сеть Easy Mesh, есть настройка, при этом вы можете его назначать основным, любой вы можете сделать основной, либо узел Mesh. Есть привязка IP-MAC, у нас есть беспроводной режим работы, а он поддерживает не только режим маршрутизатора, еще режим моста, повторителя и WISP. WISP это классная тема, это Wireless Internet Service Provider, когда вы можете, допустим, подсоединиться к какому-то роутеру,
другому какой-то Wi-Fi сети и транслировать, допустим, через LAN и просто организовать свою сеть на какой-то другой Wi-Fi сети. То есть это он тоже умеет. Ну и в дополнительных настройках у нас здесь, в принципе, тонкие настройки, куда я вам лезть абсолютно не рекомендую, если вы не понимаете о чем-то. Также у нас есть опции, где у нас есть поддержка переадресации портов, настройка демилитаризованной зоны, есть у нас поддержка DDNS, удаленная, смотрите, удаленный доступ, настройка удаленного доступа через порты от GMP. Есть у нас есть CWMP, это TR098 протокол управления, QoS. А смотрите, QoS самый простой, в принципе, есть у нас VPN-туннель. Вот тут на секундочку. Есть поддержка PPTP, L2TP, IPsec и SIP. И есть у нас OpenVPN клиент. Есть у нас OpenVPN сервер. Контроль доступа. Смотрите, OpenVPN сервер. Вы можете и подключение OpenVPN, и настройки OpenVPN тут создавать свои конфигурации. И плюс у нас есть OpenVPN клиент. Подключаться к OpenVPN. Видите, файлы конфигурации можете подключать. Супер, слушайте, есть контроль доступа, но самый-самый простой. В инструментах у нас, в принципе, есть пароль администрация, Watchdog таймер, настройка расписания обслуживания, то есть перезагружаться, настройка времени, просто настройка времени, это когда вы выбираете, откуда он будет брать время, либо вручную прошивки, сбросы настроек, диагностика, информация о роутере. Отдельно хочу обратить внимание на приложение, то есть у нас есть B-Wi-Fi, я сейчас включу запись экрана со смартфона, чтобы вы видели. Вот я включил B-Wi-Fi, он подключен, и вы можете управлять полностью, это полный аналог веб-интерфейса в вашем смартфоне, то есть вам даже не нужно морочиться, то есть вы прям взяли со смартфончика, полностью его настроили. Идеально. Слушайте, в принципе, неплохой роутер получился, я сейчас готов пройти и сделать выводы. В качестве выводов скажу, я рекомендую данный роутер для квартиры, ультрабюджетное неплохое решение, именно если вы хотите апгрейднуть свой старенький роутер 2,4 ГГц, зачастую провайдеры ставили раньше, а этот роутер действительно неплох, неплохо работает, неплохо заводится, неплохо покрывает, достаточно стабильно работает, на нем проработал, вот он у меня на тесте неделю на нем проработал, никаких вопросов у меня не возникло практически. Так что с вами был Bubble на канале Технозон и вот такой вот Netis NX10, вот в такой коробочке. До скорых встреч.